Друзья, мы снова с вами по понедельникам говорим о долголетии. Ну, хотя, если мне очень хочется ко всем вам обращаться, дорогие долгожители, потому что где-то я недавно прочитала, что вообще продлили нам жизнь лет на 25. Старость откладывается. И старость откладывается на 25 лет, и это значит, нам пенсию прибавили слишком срок маленький. Поэтому из любого минуса мы делаем легко плюс. Так вот, о долголетии, когда мы говорим, долголетие хорошо только тогда, когда ты живой, здоровый, красивый, ну и, конечно, и энергичный. И вот именно об этом сегодня мы поговорим. Я сейчас передам слово замечательной даме, Жанетта Карганова, руководитель офиса в городе Тамбове, но знают ее далеко за пределами Тамбова, потому что она не только блестящий оратор, она еще блестящий профессионал. Она очень хорошо разбирается и в эфирных маслах, и очень много философских вопросов, которые она поднимает. И когда мы начали обсуждать, что будет в следующий раз, то она сама предложила энергия. Поговорим об энергии. Ну, глядя на нее, вы, надеюсь, когда-то они делали такую передачу замечательную о стройности. Она, Жанетта и еще Люба Колганова. Вот они говорили, много было достаточно народу в Инстаграме, и я сказала, а слабо встать, девушки? И вот когда они встали в полный рост и показали, какие они красивые, стройные, яркие, я говорю, хорошо, теперь согласна, имеете право говорить еще и о стройности. А теперь то же самое об энергии, потому что вот только что она призналась, что по утрам, сейчас не буду говорить, что она скажет сама, что она делает, в каком количестве и как рано. Вот поэтому, Жанетта, имеешь право говорить об энергии, мы будем тебя внимать и слушать. А потом у меня еще будет где-нибудь к середине эфира одна потрясающая новость. Возможно, кто-то ее уже знает, я ее увидела сегодня первый раз. Это новость, которая стоит вообще всех неприятностей, которые мы переживаем уже несколько месяцев, поскольку и стресс, и кто-то уже в депрессивном состоянии из людей. Ну, в общем, будем думать, как из этого исходить. У нас есть хорошие рецепты для того, чтобы выйти из этого состояния. Жанетта с ними поделится. А у меня есть хорошая новость. Вдруг кто-то еще и не знает, а я ее расскажу. Но скажу я ее не сейчас, а чуть позже. Оставайтесь с нами. Жанетта, тебе слово. Спасибо большое, Ольга Васильевна, за представление меня. И прям заинтриговали сразу же в начале эфира. Очень интересно. У нас сегодня тема высоковольтные люди, да. Наверное, уже многие догадались, что речь пойдет об энергии. Ученые уже давно доказали, что в нашем мире все имеет, любой предмет имеет свою энергию. Наша мысль, наше слово, наши эмоции, наши действия, пища, вода, наше взаимодействие с другими людьми, коммуникация с другими людьми, все, что нас окружает, имеет энергию. По поводу типа энергии, здесь тоже ученые более-менее разобрались, и есть мнение, ну, на самом деле это уже не мнение, это уже классика, что существует телесная энергия и энергия ментальная, то есть духовная. И вот сегодня мы попытаемся вам рассказать про эти моменты. И я бы, наверное, хотела начать свою презентацию с чего у нас начинается, да, день, в принципе, с чего начинается, когда начинает наша энергия взаимодействовать. Это наше утро. Вот представьте себе, что вы проснулись с утра, и, конечно, здесь же можно сразу протестировать себя на момент того, в каком, так скажем, варианте ваша энергия присутствует у вас. Если вы проснулись и чувствуете, что вы бодры и готовы сразу же встать с постели, то это говорит о том, что ваша энергия функционирует в вашем организме
на высшем должном уровне. Если вы проснулись и чувствуете, что вы дальше поспали, допустим, и у вас чувство разбитости какое-то, то здесь уже конкретно уже можно говорить о том, что у вас недостаток энергии. И я бы, конечно, рекомендовала начинать утро с таких тестовых каких-то вопросов. Вот вы открыли глаза, и вы уже задаете себе вопрос, да, как я проснулся. То есть послушать свой организм и попытаться понять, что он вам говорит. Потому что это очень важно. Именно с утра начинать понимать, то есть в каком состоянии вы проснулись. И далее вы задаете себе вопрос, что бы я хотела сегодня, если вы не составили план, там, скажем, вечером, да, то с утра, конечно, лучше задать себе этот вопрос. Какие вещи сегодня я буду делать, которые дадут мне положительные какие-то эмоции и дают мне энергию? Вообще с этими вещами, конечно, лучше посидеть и вот положить, так скажем, два листочка, там, ну, как вам удобно, и в одной стороне вы пишете, что дает вам энергию, и на другой стороне вы можете прописать то, что у вас отнимает энергию. Вы можете это делать ежедневно, потом у вас будет навык такой, и вы сможете даже ежедневно какой-то анализ в конце дня проводить. Вы можете это делать еженедельно или по истечении месяца, кому как удобно, потому что это тоже зависит от вашей энергии. Вообще, по сути, для меня понятие «жизнь», да, складывается вот из таких двух вещей. Я для себя это как-то определила, что это дисциплина ума и плюс реализация души. То есть что такое ум? Это наш офис, да, ну, то есть наша голова – это офис. А вот реализация души – это, конечно, скорее всего, эмоции. И то, и другое относится к энергии. И поэтому утро нужно, конечно, начинать с положительных каких эмоций. И вы проанализируете, какие действия ведут к тому, что у вас увеличивается энергия, какие действия отнимают у вас энергию. И лучший вариант, конечно, когда вы будете менять эти действия, то есть положительные действия будут нейтрализовать отрицательные действия. А далее, что большое значение имеет для нашей энергии? Вот сейчас я просто рассказываю даже свой день. Да, я пробудилась, задала какие-то себе вопросы, я запланировала, я поняла, что мне доставляет удовольствие с утра, я сделаю, распланирую свой день. Большое значение для активной энергии играет вода. Очень много об этом говорят и пишут, но я просто часто встречаюсь в своей практике, когда общаюсь с людьми, что очень многие люди не анализируют эту вещь, какое количество воды они пьют. На самом деле вода, что такое вода? В первую, если мы говорим о физической составляющей, то вода – это растворитель, природный растворитель. Все, что вы кушаете, все, что попадает к вам в организм, в том числе витамины, какие-то микроэлементы, если у вас недостаточное количество воды в организме, это просто не растворяется, значит, это не попадает в клетку к вам. Это с физической точки зрения. А если говорить об воде как источнике информации, да, то если человек не допивает воду, это значит, он не способен принимать информацию, он не способен ее перерабатывать. И поэтому у людей, как правило, кто не допивает воду, если мы говорим про физическое состояние, это зашлакованность. Если мы говорим про ментальный уровень, духовность, то это неспособность учиться, это неспособность действовать и отсутствие какого-то такого здорового, знаете, любопытства. Потому что люди с высокой энергией, высоковольтные люди, да, и долгожители, они отличаются тем, что они постоянно ищут что-то новое. У них такое вот стремление что-то привнести в свою жизнь новое, чему-то обучиться. Это один из признаков людей, у которых высокая энергия. Далее, физическая составляющая – это тоже одна из форм повышения энергии вашей. Вот Ольга Васильевна уже сказала, что такого я делаю по утрам. Я для себя это недавно открыла. Но в каком режиме? Я раньше занималась физической активностью, то есть, ходила в тренажерный зал, какую-то делала гимнастику, какое-то время у меня был велосипед, очень любила, но потом пришла другая информация, и я, в принципе, человек, я считаю, что довольно-таки энергичный, и поэтому все, что я узнаю новое, я стараюсь пропустить через себя, и, в принципе, тогда уже человек понимает, нужно ему это или не нужно.
Поэтому я сейчас начала ходить по утрам. Для этого я просыпаюсь половина шестого в 6 утра, для того, чтобы походить. И хожу я не менее 1,5 часов, даже иногда 2 часа. Почему? Потому что вот именно такой вид активности, ходьба, он самый для нас естественный. То есть это то, что, в принципе, Создатель нам дал. Все остальное, ну, конечно, это, так скажем, со временем все человек придумал, какие-то виды, так скажем, спорта и все остальное. Но что здесь самое главное? Почему мы именно ходим? Почему для меня ходьба сейчас стала очень важным таким аспектом в моей жизни? И все остальное, в принципе, физическую какую-то активность я, наверное, ну, не то, что на нет свела, но я просто... Именно ходьба для меня стала в приоритете. Оказывается, что, в принципе, энергия, да, вот если мы берем за 100%, энергия это стопроцентная какой-то, да, то есть это такая субстанция. И так вот, энергия у нас в организме распределяется по-разному. Я в конце, так скажем, нашего вебинара еще одну штуку вам расскажу, интересную даже покажу. И так вот, есть люди, у которых перераспределение энергии в нижней части туловища, да, то есть вот, можно сказать, вот до головы. И для очень многих людей очень важно именно ходить, то есть мы тогда энергию поднимаем с ног, мы поднимаем ее в голове. Почему важно, вот здесь до вебинара у нас был такой разговор с моей коллегой, и она говорит, я хожу вечером. А почему рекомендуют ходить именно утром? Потому что если вы пошли с утра, вы проходили какие-то свои стрессовые ситуации, которые пришли к вам из прошлого дня, допустим, да, и у вас освобождается голова. Освобождается действительно голова, у вас в голове просветление, у вас приходят какие-то мысли, идеи, а, естественно, день мы как начинаем, да, и, конечно же, лучше его то есть структурировать как-то и понять, в каком плане вы будете действовать. Поэтому преимущественно лучше отдать предпочтение ходьбе с утра. Потом по поводу физической активности очень хорошо нужно понимать, что есть максимальная физическая активность и есть минимальная. Вот для человека, для того, чтобы сохранить активность, энергетическую активность, знать для себя нужно минимальную такую физическую нагрузку. Ну, ученые пришли к выводу, что это где-то от 6 до 8 тысяч шагов в день, если мы говорим про ходьбу. Каждый человек для себя должен это определить, когда он может максимально активно двигаться, и такие дни у вас могут быть, и вы сами энергетически это будете чувствовать. Но самое главное, никогда не снижать физическую нагрузку ниже вот своего минимума. Вот это самое главное, потому что это сразу же ведет к снижению энергии. Следующий момент, который ответственен, так скажем, за энергию, за уровень энергии в вашем организме, это ваш вес. Ученые, опять же, сделали вывод, что 1 килограмм лишнего веса – это минус 5% энергии. Вот представьте себе, да, это очень легко посчитать. Потому что, допустим, человек, который даже рассчитал калории, и он знает, какое количество калорий ему нужно в день, но он при этом не двигается, то весь этот колораж пищи, он будет просто уходить, так скажем, в жир, да. И если человек кушает такое же количество калорий в день, но при этом он двигается, соответственно, это будет превращаться в энергию. Мы тоже это все, такие вещи, в принципе, прекрасно знаем. Далее, если мы говорим про физическую составляющую, то, конечно, очень важно для энергии понимать и соблюдать, так скажем, определенные моменты. К этим моментам я отношу это биохимия, да, ваша биохимия. Конечно же, нужно следить, сдавать анализы на гормоны. Очень важно, конечно, это делать для женщин с определенного возраста. И чтобы понимать, как функционирует ваш организм, каких витаминов, макро-, микроэлементов не хватает. Потому что, к сожалению, сейчас пища, но она не несет той энергетической основы, как это было раньше. Это, конечно, связано с экологией и с какими-то техновещами, и с вещами, которые раньше просто наши предки, они этого не знали. А мы сейчас, к сожалению, вот это все, можно сказать, употребляем. Поэтому это тоже нужно обязательно понимать. И еще большое значение для энергетики вашей, понимания, что такое энергетика, когда она высокая, нужно обязательно смотреть за уровнем сахара. Я сейчас говорю про физическую составляющую, потому что когда снижается уровень сахара, то снижается сразу же энергия. И здесь важно понимать, что
питаться нужно правильно. Не 2 раза в день, если вы с утра там позавтракали, а потом приходите с работы и добираете вот это количество, потому что организм все равно будет требовать это. Пища – это наше топливо. И здесь очень важно соблюдать дробное питание, то есть 4-5 раз в день. Это рекомендации и докторов, ученых, и, в принципе, я сама через это прошла. Это самый оптимальный вариант, чтобы уровень сахара у вас резко не скакал. Даже если он у вас в норме, все равно за этим нужно следить. Если мы еще говорим про физическую составляющую, что я еще хотела сказать здесь по этому поводу, это, конечно, сон. Это, конечно, наш сон. Еще один из факторов того, как поддерживать себя в высокой энергии. Существует мнение, что спать лучше в интервале от 6 до 8 часов. Сон должен быть, если мы говорим про, так скажем, помещение, да, то есть сон должен быть в темном помещении, то есть должна быть тишина, это должно быть темное помещение, и плюс, то есть это прохладное должно быть помещение. В обязательном порядке проветривать комнату нужно. И далее еще есть такой момент, когда, то есть время пробуждения и время отхождения ко сну. Рекомендуется ложиться спать в интервале с 22 часов, и лучше, если вы это сделаете, то до 12 часов. Почему? Потому что, оказывается, вот именно эти часы, если вы ложитесь, допустим, в 22, в 23:00, да, то каждый час до 12 часов приравнивается к 4-5 часам сна. Вот представьте себе. Я тоже этот вариант, можно сказать, проверила на себе, и действительно, то есть я для себя выбрала такой момент, что мне достаточно 6 часов. Когда у меня не было знаний, то я на интуиции как-то это все для себя поняла, и я всегда говорила, думаю, мне лучше не доспать, чем переспать, потому что когда человек спит, у него отключено сознание, и понимаете, что сон – это подсознательный момент. И, естественно, если вы меньше спите, то вы больше работаете мозгом, то есть пользуетесь часто мозгом, и, естественно, тогда у вас активность энергетическая будет повышаться. Вот, поэтому рекомендация еще одна – ложиться спать в одно и то же время желательно, и вот с этим интервалом 22-23 часа, то есть до 12, и тогда у вас будет раннее пробуждение, тогда вы сможете позволить себе больше успеть сделать, конечно, потому что успешные энергетические люди, так скажем, высоковольтные, как мы назвали сегодня нашу тему, это люди, которые живут в режиме дедлайн, то есть они конкретно знают, когда и что они делают, в какой точке они в момент должны где-то находиться, и это очень структурирует день, и действительно энергия по-другому тогда течет, потому что вот, допустим, почему люди некоторые успевают, например, на работу, успевают на работе, занимают ответственные какие-то посты, при этом они интересуются чем-то, они там могут даже параллельно учиться, они успевают с друзьями общаться, а многим людям проблематично даже дойти до соседнего супермаркета и в конце-то концов купить эту перегоревшую лампочку, которая уже неделю назад перегорела, да, то есть вот оно, пожалуйста, разница в энергиях. И по поводу взаимодействия с людьми, конечно, нужно понимать, что мы все энергетические очень разные люди. Есть люди, которые так называемые люди зеркало, которые отражают энергию, то есть общаясь с человеком, он отражает энергию. Если человек с положительной энергией, так скажем, то отражение идет, опять же, на человека, и, соответственно, люди понимают друг друга, и наоборот. Вообще хочу вам сказать, что нет плохих людей и нет хороших людей. Для себя я уже в какой-то момент определила, что если мы оцениваем человека и говорим, что он какой-то там не такой, или он нам не нравится, или вот, то есть конкретный какой-то негатив к человеку, то, знаете, я просто для себя поняла, что мы спорим просто с Создателем, реально, просто все мы рождены здесь, и мы все одинаковые. И поэтому вот если говорить про эмоциональную составляющую, я сейчас уже с физики перехожу на ментальный уровень, да, то здесь, конечно, две вещи, которые для себя вот, к своему, так скажем, возрасту поняла. Это первое, это не предъявлять претензий ни к человеку, ни к окружающим, ни ко Вселенной, ни к миру.
не к своей судьбе, и причем к себе тоже в том числе, потому что многие люди занимаются самоедством, и это очень много отнимает у них энергии. И второй момент для меня был как открытие – это не ждать благодарности, потому что очень многие люди ждут благодарности, делают какие-то вещи и ждут признания, и ждут благодарности. Потом они не получают этого и уходят в обиду. А ученые, тоже были проведены исследования, и ученые пришли к выводу, что вот, по-моему, 2013-2012 год у нас магнитное поле Земли начало меняться с этого года, и, соответственно, пошли другие вибрации. А вибрации, то есть все, опять же, что имеет в нашем мире предметность и все остальное эмоции, это определенный уровень вибраций. И с 2012 года уровень вибраций повысился. То есть Земля, как планета, она тоже излучает энергию. И поэтому, если, как раньше, можно было с плохим настроением походить, то сейчас это просто непозволительно. Просто Земля сейчас будет, ну, очищать свое пространство, и каждая наша эмоция имеет высокую или низкую вибрацию, и точно так же человек. И поэтому сейчас наша задача поднять свою энергию всеми максимальными средствами, которые, вот, ну, в принципе, сейчас доступны. Это можно и прочитать везде, какую-то литературу. То есть человек сейчас сам, как здравомыслящий, так скажем, да, биологическая машина, уже должен направить на себя вот этот фокус и понять, что он из себя представляет. Потому что, ну, просто в теперешних реалиях это только единственный вариант. Поэтому, если мы говорим уже о составляющие энергетики, именно ментальности наших, так скажем, эмоций, то, конечно, вот то, что происходило последние несколько месяцев, очень сильно проявило людей. То есть каждый для себя, я думаю, сделал вывод, вообще какие-то приоритеты расставил какие-то приоритеты, и пришло какое-то осмысление уже, переоценка ценностей. И вот это важно, очень, очень важно этого не терять, потому что очень много людей получают информацию, но они не действуют. И вот это уже катастрофически, то есть идет снижение энергии, потому что самые успешные люди и высокоэнергичные – это люди, которые всегда на гребне, а волны, они всегда стремятся быть на пике какой-то информации, каких-то интересных проектов. И вот сейчас время проекта, личного своего проекта. То есть вы сами по себе, вы проект создателя, так бы я сказала, да, проект Вселенной. И поэтому развивайтесь, анализируйте, узнайте себя. А для того, чтобы себя узнать, нужно производить какие-то действия. Если вы получили информацию, то вы ее принимаете, вы действуете, ну а на выходе уже все произойдет по вашим усилиям, то есть награда. Вот, в принципе, это, наверное, пока у меня все, Ольга Васильевна. Да, Жанет, спасибо тебе большое. Могу ли я повторить урок, скажем так, да? Да. Значит, если говорить о правильном расходе энергии, правильный расход энергии и неправильный расход энергии, значит, что мешает нашему нашему правильному расходу? Недосып, так? Неправильная еда, либо недостаток, либо передостаток. Вода, недостаточное количество. Я бы еще назвала здесь незавершенность дел, потому что вот когда что-то не завершено, ты начинаешь себя грызть, это тоже уходит энергия. Конечно. Потом мультизадачность, как мы, ну это мне вот это точно свойственно, я люблю такие штуки делать. Когда и это, пятое, десятое, и все это в голове удержать, и я с этим боролась. Просто закончила одно дело, следующее. Вот для чего я только сегодня поняла, для чего мы пишем планы. Вот такой план, который на день, на месяц там и так далее. Потому что вот ты сделал, вычеркнула аккуратненько, прям, ну, замечательно. Потом отсутствие свежего воздуха, про который ты сегодня говорила. Конечно, движение, я потрясена твоими 15 километрами с утра. К этому нам надо только стремиться. У меня где-то 9 тысяч шагов, это сколько? 6 километров.
где-то. Ну и то я горда собой. А что еще? Конечно, стресс. И вот здесь вот о психической энергии, если говорить, то это, кстати, некомфортная одежда. Я где-то прочитала, которая тоже уносит энергию. И даже дело не в том, что холодно или жарко, а неудобно, некомфортно. Вот она тоже оттягивает эту энергию. Ну и, конечно, неприятные люди, с которыми, ну вот не хочется общаться. Ты сегодня очень хорошо проговорила, не надо их осуждать. Надо просто отойти в сторону. Отодвинься, отползи. Вот, которые тоже могут также, да. Фильмы ужасов, плохие новости, ну, конечно, ТВ и ТД. Это вот то, что, когда мы говорим о неправильном Ну расходе вот, кстати, Ольга энергии. Васильевна, хочу еще вспомнила один момент. Здесь очень много вот таких вот, мы, знаете, мы дали какой-то вот такой, так скажем, стержень, да, вот костяк, а вот эти аксессуары, их очень много. Вот сейчас вы сказали, извините, что вас перебила, я вспомнила, что я 4 месяца уже не включаю телевизор. Я просто его не включаю. И я поняла, что у меня столько появилось времени. И даже не могу сказать, что я была человек, который вот села перед телевизором и что-то смотрел. Я все равно, у меня он был, знаете, как вот фон, да, но все равно мысли уходили туда, и какая-то энергетика такая отрицательная, и все. И потом я в себя какой-то момент сказала, я не буду его включать. Если я хочу посмотреть хороший фильм, то есть я конкретно, да, точно это сделаю. И я не включаю телевизор, хотя у меня их дома 2. И вот дом 2, интересно, как Дом 2. получилось. Дом 2, да, кстати, это вообще, да. Вот, поэтому вот эту вещь я тоже для себя вот последние 3-4 месяца вот это открыла. И еще один момент хочу сказать. Мы делаем ремонт, допустим, да, ну вот какое-то у нас есть жилье, мы делаем ремонт, мы обновляем мебель, что-то мы делаем. Почему мы со своей энергией так не работаем, не обновляем ее, вот тоже вопрос. И вот здесь моя хорошая новость. Так вот, сегодня только прочла и была потрясена. Еще слушала лекцию одного психиатра. То есть мы привыкли к тому, что мы говорим, нервные клетки не восстанавливаются. Так вот, наука доказала. То есть сначала на что обратили внимание? Обратили внимание на то, что есть какие-то неизрасходованные, даже в конце жизни, неизрасходованные нервные клетки. Ну, нейроны там, как они называются, да? И решили, что ну вот не израсходовали. Вот дадено было, а они вот не все не сэкономили. Да, сэкономили. Так вот сейчас наука доказала, что нервные клетки восстанавливаются. Это уже доказано наукой. И вот для меня это было совершенно потрясающей новостью. Думаю, ладно, значит, можно где-то и понервничать, и попсиховать, но главное правильно расходовать, чтобы это положительный был расход энергии, да. И вот отсюда я хотела теперь вот следующим блоком, а как восстанавливать энергию? Мы все равно не можем защититься. Даже если я выключу телевизор, кто-нибудь позвонит. Что-нибудь скажет. Или я сама среагирую на что-то. Ну, стараемся. Или сосед за стенкой включит такую громкость телевизора, что вы услышите вообще все, что там говорят. Да, и хочется сказать ему еще столько, чтобы эта музыка вообще не слышала. Да. И еще ненормативной лексикой к тому же. Так вот, как восстанавливать, еще как помочь себе? Ну, знаю, что это может быть медитация, кто этим владеет, да. Это может быть, опять же, вот движение там и так далее. Вот все то, что мы не доделали в плохом расходе, нужно это сделать, и вот ты восстановишься. А самый быстрый способ восстановления энергии, в том числе и вот это вот ощущение себя по-другому. Потому что на сегодняшний день я даже не знаю, и уже не берутся статисты говорить о той цифре, которые сейчас пребывают, сколько людей пребывают в состоянии депрессии. И уже начальной депрессии, потому что депрессия как диагноз, это, конечно, другое, это очень страшно. Но вот эти стрессы, длительные стрессы, которые могут перейти в эту депрессию, и это очень опасно. Вот хотим рецептов. Тем более я знаю, что тут много вивасановцев. Да, можно подключиться. Да, Жанет, слушаем тебя. Жанет. Там Наталья. Так, ну что, для меня, конечно, это однозначно эфирное масло, с которым я познакомилась очень-очень много лет назад. Вот, еще до компании Вивасан, но я тогда не знала, что есть такая компания, есть такое качество эфирных масел, потому что, конечно, это имеет большое значение, что мы в организм свой впускаем, да, мы есть то, что мы потребляем, то, что мы едим. И вот по поводу энергии, вот тоже Ольга Васильевна сейчас сказала, по этому поводу я просто, знаете, несколько лет назад у нас появился такой вот чудесный аппарат, который называется биопульсар.
аппарат, который, это немецкий аппарат, который измеряет уровень энергии, да, путем наложения вот на платы. Здесь вот такая плата, датчики, они, между прочим, позолоченные, потому что золото – это очень хороший проводник. И вот путем наложения ладони на плату выводятся графики на компьютер, потому что каждый вот здесь вот датчики стоят, каждый датчик у нас, так скажем, передает энергию определенного органа, потому что ладонь человеческая, стопа и ушная раковина – это отражение наших внутренних органов. И вот при помощи этого аппарата очень интересно наблюдать, когда вот приходят ко мне люди и смотрят, какой уровень энергии в каждом органе и в системах ваших. И вот к чему я это все говорю, что бывают такие моменты, здесь очень интересная программа, когда идет сопоставление, да, вот этих графиков и цветового изображения. Мы же энергию не видим, мы ее не можем видеть. И ощущаем мы ее, кто-то ее может ощущать и понимать, да, а кто-то просто не способен это сделать. Да. Вот. При помощи этого аппарата на экране компьютера высвечиваются две позиции, одна из них графическая и другая цветовая, потому что наша энергия, у каждого человека, наша энергия – это такая радужная ассорти. И мы все состоим, каждый из своих цветов, так скажем. Да? И вот у меня было очень много вариантов, много в практике людей, которые приходили, и вот этот аппарат дает возможность подобрать индивидуальную программу. И немецкие наши коллеги, да, и швейцарские, они очень интересно создали здесь программу, и вот любая программа, она включает в себя ароматерапию. И это неспроста. Потому что как бы мы ни относились к ароматерапии, до сих пор идут какие-то там споры или еще что-то, но вот существуют эфирные масла около 3000 лет назад. И вне зависимости от нашего мнения, они были до нас, они присутствуют в нашей жизни, они будут после нас, пока существует природа, потому что это действительно дар природы. И вот некоторых людей я смотрела, вы знаете, интересные вещи такие, что им не предписывается, допустим, какие-то витамины или какие-то программы капсулированная форма, да, таблетированная форма, приписывается сначала, изначально с чего нужно начать, это с эфирных масел. И очень удивительно, когда человек идет в рекомендации 4-5 эфирных масел. Это говорит о том, что у человека очень большой идет блок энергетический, и прежде чем капсула какая-то дойдет, да, и принесет свою информацию, нужно обязательно этот блок снять, вывести человека из стресса. И вот здесь, конечно, нам очень повезло, потому что в нашей линейке есть прекрасные эфирные масла, целая коллекция. И последнее время вот я очень рада тому, что появились композиции, потому что я всегда очень любила синергировать эфирные масла, то есть смешивать их, это тоже определенную ведет энергетику. И вот что можно использовать. Я сегодня вам хочу быстренько вот это показать, такую вещь, да. Ну вот, допустим, вы проснулись, и все-таки получилось так, что вы чувствуете, что вы не энергетичны, то есть ваш день начинается не энергично. Это может быть разные причины, может быть, вы не в правильное время легли, или вас кто-то разбудил, или что-то, какие-то вещи, да. И вот здесь вот великолепно есть у нас смесь, которая называется Get Up, да, взбодрись. Каким образом можно использовать эту композицию? Я могу нанести ее после душа, какой-то в крем для тела обогатить, одну капельку буквально, и нанести на все тело. Но больше всего мне нравится, конечно, когда я в крем для ног добавляю одну каплю вот этой композиции. Опять же, потому что нужно очень хорошо понимать, что ладони и стопы очень, так скажем, энергетичные, да, почему здесь у нас точечки находятся энергичные, для активизации нашей энергии. Далее есть замечательное масло эфирное, которое на данный момент я пользуюсь им, это масло розы. Эфирное масло, которое имеет самую высокую частоту вибрации. Самую высокую частоту вибрации. И вот на прошлом нашем вебинаре мой коллега Татьяна Ивановна Панарина
рассказала, да, какой был отклик от клиентки, что действительно светишься, когда наносишь вот это масло. Может быть, даже не то, что визуально лицо ваше, да, то есть от вас энергия исходит. Люди просто действительно оборачиваются, обращают внимание. Я сама просто это чувствовала на себе. И люди просто смотрят, они не понимают, да, на ментальном уровне, почему это происходит. То есть вы притягиваете, потому что у вас энергия совершенно другая, она высокая. Следующее. Наша композиция называется Long Life, долгая жизнь. Эту композицию рекомендуется наносить на лимфоузлы. Это подчелюстные, подмышечные впадины. И очень хорошо наносить эту композицию вдоль позвоночника и на копчик. Потому что эта композиция действительно создана для того, чтобы... Вот, почему мы говорим про долголетие, да? Вот, пожалуйста. Вообще, Томас, хочу сказать, наш президент каким-то образом... Я, в принципе, понимаю, почему человек, он всегда идет на несколько шагов вперед ситуации. Никто не мог подумать, что будет такая ситуация, но наш президент каким-то удивительным образом просто прибавил в нашу линейку шикарные композиции и капсулы. Вот что значит человек успешный и человек с высокой энергией. Он всегда идет на несколько шагов впереди. Еще одна композиция I'm Strong. Композиция, которая работает с желудочно-кишечным трактом, поджелудочной железой. Почему эта композиция, чем она хороша? Мы все уже знаем, в принципе, что стресс, да, стресс есть в нашем организме железа, их две даже, я бы сказала, которые моментально реагируют на стресс. Это наша щитовидная железа и наша поджелудочная железа. И когда я смотрю людей вот на этом аппарате, это очень конкретно видно. Потому что прежде чем перейти на физику, да, то есть нужно убрать сначала психоэмоциональную вот эту составляющую отрицательную. И вот эта смесь, она наносится на область желудочно-кишечного тракта, потому что, знаете, вот есть такая расхожая фраза, особенно кто здесь постарше, они знают, раньше часто употребляли такое: ой, я не перевариваю этого человека, да, или там я не перевариваю эту ситуацию, я не перевариваю, я не переношу, когда вот, ну, что-то. Вот это неспроста, потому что действительно вот эта чакра, которая у нас здесь находится, она ответственна вот за принятие все, что внешне из мира приходит к нам. И эта композиция, она очень хорошо будет работать с такими вещами. Ну и еще одна композиция Sleep Well, крепкий сон. Мы тоже сегодня говорили про то, чтобы повысить свой уровень энергии, нужно обязательно, то есть хорошо высыпаться правильно. Я тоже использую эту композицию, наношу на стопы, мне очень нравится. И здесь присутствует тоже моя коллега Любовь Колганова, которая порекомендовала наносить эту композицию именно на область вот желудочно-кишечного тракта, да, здесь солнечное, здесь сплетение, да, эта точка, которая тоже очень хорошо будет функционировать с этой композицией. И сон, даже если он у вас будет кратковременный, то он у вас будет глубокий, и вы все равно успеете за это количество часов очень хорошо восстановиться. Кстати, это тоже один из признаков того, что у человека высокая энергия. Короткое количество часов, но при этом с утра уже включаться в бодрствование, так скажем. Ольга Васильевна. Все выключила, теперь все включать надо. Ольга Васильевна, а я подумала, что вы ушли в портал. Нашей Ну, энергии. я подумывала об этом, но что-то как-то вот не сразу, да. Я слышала, что Наташа Орешникова хотела что-то сказать. Наташ, пару минут. Можешь подключиться. Да, конечно, могу подключиться. Мы с Жанетой говорили по поводу ходьбы. Я практикую это тоже все лето, но я хожу вечером. Мне это комфортно, тоже не так жарко. Утром у меня гимнастика определенная, в том числе гормональная. Ну, знаем это, да, разогрев ладошек, вот это на глазки мы накладываем, на ушки, Ну, и как-то так не далее. все знают, ну ладно. Знаем, проходили. Ольга Васильевна, вы подзабыли, шикарно включается. Я не про Даже себя, у нас еще люди присутствуют здесь, которые первый раз нас видят. Да. Ну, называется это вообще-то гормональная гимнастика, которая, если делать ее постоянно, даже начав лет в 60, можно увеличить срок жизни на 20 с лишним лет. Вот. Ну да, что, с тебя эта гимнастика в следующий понедельник. Хорошо. Так вот, я хожу вечером,
и потом хороший сон. Хочу сказать, что ходить нужно быстро. Если кто-то считает, что он пройдет 10 тысяч шагов, но в медленном темпе, и это все отлично, это не отлично. Быстрая ходьба, кстати, за 20 минут снижает хорошо давление. У кого оно высокое, нельзя лежать, нельзя быть в состоянии покоя, нужно интенсивно походить, минут 20 быстрым шагом, и давление где-то на 15-20 единиц снижается, без всяких таблеток. Вот. Еще, Наташа, одну секундочку, я слышала рекомендации, ну тоже доктора, когда только люди начинают ходить, вот быстрый темп иногда просто не по силам. И тогда рекомендуется по 2 минутки. 2 минутки интенсивной ходьбы, 2 минуты спокойной. И вот таким вот образом чередуя. Это да, это, конечно, учитываем и состояние здоровья, и возраст, естественно, и суставы, и все прочее. Но я говорю для рекомендаций, в общем-то, для относительно здоровых. Слушают нас всякие. Энергичных людей, да. Кстати, вот кто говорит насчет пользы бега, есть случаи, не хочу пугать, но бег имеет свои такие побочные эффекты. И бывает, да, человек, не зная всего этого, бегает, и прямо мгновенный инфаркт. Все. Ну, подождите, хватит об этом, о страшном. Ходьба – это раз. Ходьба включает лимфоток. Давай нам интенсивная ходьба – это определенное движение стопы, и это включается лимфа. Вот она снизу, вот она идет. Если вечером походить, это хороший сон, спокойный, не бодрость, кстати. Вот. А утром, видимо, наоборот. А лучше утром и вечером, Наташа. Спасибо большое. Я тоже к этому пришла. После вечерней ходьбы я, конечно, не каждый день, но я люблю принимать аромаванну. И все. Но в любом случае, я просто хочу сказать, что мы все очень разные. Все очень разные. И поэтому здесь задача понять себя, поощущать, потому что очень много информации, очень много разных методик, всего остального. Но и в том и заключается прелесть, да, энергичных людей, так скажем, что они способны, как я уже еще раз повторю, дисциплина ума и реализация души, совместить все это. Поэтому вы, ну просто мы, да, просто я считаю, что обязаны просто познать себя, свое тело, свою духовность и максимально в этом мире реализоваться. И вот активные люди с высокой энергетикой, они этим отличаются, что они постоянно придумывают какие-то проекты. И поэтому я очень сейчас с удовольствием смотрю на тех стариков, которые даже учатся танцевать или идут учиться. Сейчас очень много информации такой. Просто вот действительно это именно дисциплина ума и реализация своей души. Поэтому большое значение еще имеет для энергетики это делать с любовью, это свое дело, и заниматься работой, которая тебе очень нравится. И я считаю, что мне в этом моменте очень повезло, что я в этой компании, потому что здесь совпало все. И чем-то увлекаться постоянно, потому что именно долгожители и люди с высокой активностью, с высокой энергией, они отличаются тем, что они постоянно чем-то увлекаются и действуют. Спасибо, Жанет. Я вот тут еще, знаете, кого вижу? Людмилу Яровую, Людмила Яковлевна. А поскольку, Жанет, ты затронула вибрационный фон Земли и вибрации вообще, в принципе, да, Люд, если ты можешь сейчас, можешь сказать несколько слов, но я надеюсь на будущий эфир, потому что энергия дело такое, тут одним эфиром... Одной темы не обойдешься, да. Да, не обойдешься. Но... А что сказать? Ну, ты лучше всего говоришь об энергии, просто вот так сформулировано, как у тебя, вообще очень-очень занимательно. Сейчас я бы повесила интригу, и в следующем эфире мы бы поговорили еще раз. Я думаю, в следующий понедельник мы продолжим разговор об энергии. Надеюсь, очень, дорогие наши друзья, те, кто нас сейчас смотрит, пожалуйста, рассчитываем на ваши вопросы, рассчитываем на ваше понимание. Ну вот, Людмила у нас, естественно, в машине. Вот она энергия. Вот она энергия прет во все стороны. Скажи несколько слов о вибрациях. Вибрации, могу только сказать, что нам их нужно повышать, потому что Земля очень сильно сейчас повышает вибрации. И люди должны вписаться в нее, потому что если не впишутся, то снесет. Катапультируются.
А для Это этого пользуется. что нужно? Для этого нужно развиваться, заниматься, как говорят, богоугодным делом. Надо созидать. И я считаю, что Вивасан у нас это как раз вот подходит. Люд, а вот по поводу вот этих, помнишь, ты говорила и показывала, я где-то находила в интернете эмоциональные, да, какие вибрации, у каких эмоций, сколько, какие низкие частоты у Да, гнева, уныние. зависти. Почему уныние грех? Говорят, уныние грех. У меня всегда были мысли, кому какое дело, мое уныние. Там, да, и вообще. Оказывается, такие умные наши были предки, что они понимали, когда в унынии я понижаю вибрации. А так как мы живем в аквариуме в одном все, то мы вокруг понижаем их, да, и есть градация определенная. Здоровый человек – это вибрация 72 Гц, там, да. Как только уныние начинает снижаться, и при 20 Герцах человек умирает, да, то есть как бы может тело быть даже и здоровое, а вот энергии не быть, и тогда может погибать. И повышать можно вот чем в наше время? Это заниматься любимым делом, любимым, который тебя наполняет, который вот дает энергию, это раз. Окружать себя только позитивными людьми, только позитивными. Это повышает Я сегодня как энергию. раз говорила, если кто-то не нравится, не надо его осуждать, просто отползи. Да, да. Я помню, Ольга Васильевна, как вы однажды мне, когда я решила бизнесом заняться, как вы мне сказали, готова ли ты терять друзей? Я тогда была, не помните такое? Это было, я так была удивлена, не, при чем тут Вивасан и при чем тут терять друзей? И сейчас четко понимаю, действительно, то есть, ну, это хорошие люди, только со временем они остались на своем уровне развития, а Вивасан дает вот толчок развития, и уже просто с ними становится неинтересно, как бы, ну, поэтому вот в чем был смысл потери друзей, Ольга Васильевна. Спасибо, Людочка, большое. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что ты подготовишь нам такую интересную информацию по энергии еще, да? Мы еще поговорим. Ну что, ребят, заканчиваем, да, спасибо всем за такой эфир. Жанетта, тебе основное большое-большое спасибо, потому что великолепно всегда подготовлена, ты блестяще всегда рассказываешь и всегда очень структурировано, ну и сама как картинка, чего уж там говорить. Кроме того, что как картинка, еще и трудоголик, еще ты и работаешь блестяще. Но заканчиваю, как всегда, маленьким таким анекдотиком. Кстати, об энергии называется анекдот. Что такое? Купил энергосберегающую лампочку. Пришел, включил, не горит. Ну, все правильно, энергию бережет. Так что, дорогие мои, оставайтесь здоровы. Мне очень нравится, я всегда говорила, будьте здоровы, богатые и счастливы, когда подписывала какие-то открытки. А на сегодняшний день Томас Гелтвит, наш президент, он заканчивает следующим образом. Оставайтесь здоровы. Но еще сегодня мы добавим энергичный и по прошлой передаче еще и красивый. Спасибо большое всем. Пишите, Христа ради. Мы очень ждем всех ваших вопросов и вообще откликов. Говорите, что у нас не так. Это прям вообще замечательные вопросы, которые мы ждем. Спасибо всем. До свидания. До новых встреч. До свидания. Оставайтесь. Всего доброго. До свидания.